Итак, товарищи, какие у вас прогнозы по поводу этого шоу? Что ж, мы нашли множество хлипких моментов в черновом варианте правил данного шоу. Некоторые повергли нас в шок. Взять только придуманные цилиндром призы за выживание в исключении. Денежные вознаграждения? Он вообще понимает, сколько нам придется тратить на каждое исключение? И на что же вы их заменили? Мы выбрали различную дешевую выпечку. Так мы сократим расходы в этом разделе на 57%. Также мы решили изменить систему команд. 2 команды по 10. Изначально там было 6 команд, хотя участников 20. Он что, делить не умеет? Неужели все его решения были столь плохи? Конечно нет, но общая картина была крайне плачевной. Кстати, вы согласны с расположением места проведения испытаний? Конечно, можно было и получше, но аренда того пустыря действительно самая лучшая по соотношению расположения, цены и удобства рельефа. Я позже попрошу кого-нибудь нанять строителей. Сейчас нам нужно разобраться с рекламой. У Цилиндра были хоть какие-то идеи насчет этого? Практически никаких. Только раздавать на улицах листовки. Хорошо. Какие идеи по поводу рекламы у нас есть? Давайте сделаем стандартный формат рекламы. Какую-нибудь песенку в модно-молодежном стиле, яркие цвета и большое количество монтажа со всякими переходами. Довольно очевидный вариант. Но в самом начале производства шоу большие риски слабо приемлемы. Хорошо. Итак, в целом мы смогли обдумать общий план строения проекта. Сейчас мне нужно идти. До свидания. До свидания. Что? Ай! Привет! А можно у тебя погостить? Ой, я тебя еще не видел без твоего пояса. И почему у тебя на ногах эти странные тонкие сапоги? Ты что, не знаешь? Это носки. Они нужны для того, чтобы, согревать ноги. Ого! А насчет погостить, ты все равно меня уже разбудил, а ночью особо делать и нечего. Но чем мы можем заняться? О, я знаю. Давай ко мне на кухню. Попьем чаю, а там разговоры сами по себе пойдут. Тебе помочь? Я сам могу, я просто не привык, я обычно заказываю еду на дом, но сейчас ночь, и я... Что? Отнести на стол? Ну, не надо, я сам. Все, не надо. Думаю, пить чай все-таки не так интересно. О, а давай я расскажу тебе о правилах моего шоу. Ты же все-таки должен стать в нем моим соведущим. И как так не знать про то, как оно работает? Ну, давай. Короче, есть 6 команд, но сначала их нет, а потом они будут. Ой-ой, встреча, вишенка, я опаздываю.
Алло, алло, ну где вы там? Вы же знаете, что опоздания просто недопустимы. Хе-хе-хе, привет, Вишенка! А ты тоже по ночам носишь носочки? Что? А чай пьешь? Почему не отвечаешь? Я сказал что-то плохое? О, Здрасте, я не опоздал? о, наконец-то. Здравствуйте. Я уже начала переживать за вас. Ладно, присаживайтесь. Итак, сейчас нам надо обсудить планирование и размещение рекламы. У вас есть какие-либо идеи? Да, короче, слушай. Нам надо добавить в рекламу интересные испытания, для которых у меня были идеи. Вот они в этой тетрадке. Угу. О, давай добавим в рекламу упоминание приза. 1000 рубинов и сапфиров. Так. И награждение во время церемонии исключения. Ага, так, стоп. И жетоны. Все любят жетоны. А я сделал их разнообразными и интересными. Будущие участники заинтересуются ими. Еще ни в одном шоу не было 42 жетона. Цилиндр, я... То, что они могут называть команды как хотят. Так как есть 4 команды, то будет много интересных названий. Цилиндр. Ну, как тебе мои идеи, Вишенка? Цилиндр. Мы посовещались с отделом, отвечающим за шоу, и мы решили убрать многое из того, что вы перечислили. Что? Понимаете, ваши идеи, конечно, хорошие, но не практичные. Из ваших идей остались испытания, приз и 2 команды. Извините, Цилиндр. Но это мое шоу. Почему в него начали добавлять то, чего я не хочу? Проблемы с бюджетом. Знаете, Цилиндр, если шоу станет популярным, и вы захотите создать 2-й сезон, то тогда вы и добавите в него свои жетоны и денежные вознаграждения, хорошо? Ну, ладно, может быть, ты права. И если вы хотите, чтобы ваше шоу вправду кто-то начал смотреть, подумайте серьезно. Пора включить режим гения! Ую. Ну, может, оставим мою идею с листовками? Я видел в фильмах, она работала. Цилиндр, для кого я только что сказала подумать серьезно. Твоя идея с листовками провалится сразу. Да и к тому же, я уже обсудила это со своими коллегами. Они сказали, что это идея мусор. Что? Что? Неважно. Ладно, а что если купить один рекламный щит возле шоссе? На машинах часто ездят и точно увидят. Ну давайте посмотрим. Вишенка, смотри! Нет, он слишком дорогой для нашего бюджета. Ладно. А что насчет этого? Тут цена нормальная, да, но вот размер. На нем видно только вас, и то с трудом. А нам же нужно, чтобы был еще хорошо виден текст, да? Да... Вишенка, смотри! Этот билборд нормального размера и стоит немного. Все прямо как нам надо. Что ж, и вправду неплохой вариант. Но нам стоит туда съездить, чтобы убедиться, стоит ли там еще этот билборд. Хорошо. Что-то этот щит не похож на тот, что был на той картинке. Да, похоже, это место уже заброшено. И тут даже не ездит никто. Вот блин. И что же нам теперь делать? Даже не знаю. А что, если попросить кого-нибудь с телевизионного канала рассказать о нашем шоу, и чтобы они включили наше ознакомительное видео? Ну, есть у меня один знакомый, который мне должен. Добрый день! С вами сегодня Стилет, и у нас для вас подготовлена куча новостей. Самая главная новость дня – обычная шляпка-цилиндр открывает свое супер интересное шоу с испытаниями и оригинальным призом. 1000 рубинов и сапфиров. В этом шоу может участвовать каждый желающий. Заявки принимаются по выходным. И еще, у нас есть видеоролик об этом шоу от самого создателя – Цилиндра. Вам скучно? Хотите повеселиться? Но не знаете, чем заняться? Вау! Вот это я понимаю реклама! Теперь к нам точно придут участники. Да, неплохо получилось. Вишенка, я не опоздал? Нет. Удивительно, но в этот раз вы пришли вовремя. А что мы сегодня будем делать? Что ж, после того момента, как мы расположили рекламу на телевизоре, к нам пришло большое количество заявок. Пришло время их разбирать. Все они находятся в этой коробке. Сейчас все будет. Я же говорила про то, что нам пришло огромное количество заявок. Ого! Очень много объектов хочет войти в шоу. Цилиндр, сосредоточьтесь. Сейчас нам предстоит сделать самое ответственное дело в реалити-шоу. Отобрать интересный коллектив участников. Ты права.
Но все эти объекты такие интересные. Мы можем принять их всех? Конечно нет. Вы же сами хотели, чтобы в шоу было только 20 участников. Ну, а разве не поздно увеличить количество участников? Поздно. О, итак, как нам отобрать самых лучших? Очень просто. Мы просто будем отбирать самых худших и откладывать их в сторонку. Например, этот объект выглядит крайне скучным участником. Этот выглядит полной занудой. Ух, вот она, большая головная боль. Этого объекта наверняка даже не существует. А он... О, это же тот самый ведущий! Неужто в нашем шоу будет участвовать сам Глобус? Хотя нет, навряд ли. Думаю, что над нами просто кто-то подшучивает. Да, я тоже так думаю. Итак, продолжаем разгребать заявки дальше. Цилиндр? Я видел этого чудака на лестнице, когда выходил из твоего офиса. Наверняка также пришел участвовать в каком-то шоу. Он говорил, что мы встретимся в первом эпизоде. Скорее всего, он вас с кем-то перепутал. Давай добавим его в шоу. Что? Его заявка максимально уныла. Вы серьезно хотите его добавить? Ага, он же первый фанат нашего шоу. Да, но... ладно. Это ваше шоу, поэтому добавляем. Да! Ладно, переходим к остальным заявкам. Так, а что вы думаете насчет этой заявки? Неплохая, я думаю. Так, вот окончательные списки участников. Цилиндр, подпишите их, пожалуйста, и я отнесу их в канцелярию, чтобы девочки всех оповестили. Эх, почти всех их ты выбрала сама. Половину правил поменяли без моего ведома. Неужели так происходит со всеми шоу? Я понимаю ваше огорчение, но шоу должно иметь хорошие рейтинги, чтобы приносить доход. Шоу должно быть смотрительным. Мы должны выбирать интересных и харизматичных кандидатов. Эх, понятно. Пожалуйста, поставьте подпись. Да, сейчас. Ведь потом, когда я стану более опытным, я начну принимать больше решений в своем шоу. Конечно. Значит, я прошел. Нормально. Что-то мне говорит, что это будет очень интересно.